Всем добрый день! Меня зовут Оксана, я старший креативный флорист студии флористики Lacy Bird, а также являюсь преподавателем в Lacy Bird Академии. Совсем скоро у нас праздник Пасхи, и именно по этому случаю мы приготовили для вас мастер-класс по сервировке стола. Также в нашей сервировке мы будем использовать вино, которое мы делали совсем недавно на нашем мастер-классе. И познакомлю вас сейчас с цветами, которые мы будем использовать в нашей сервировке. Но не только цветы, это будут еще декоративные элементы. Сейчас со всем ознакомимся. Начнем с орхидеи. Орхидея фаленопсис, персикового оттенка, очень нежного, подходящая под нашу концепцию. Она будет главенствующим цветком на нашем столе. Если у вас возникнут вопросы, где такую взять, можно приобрести в срезке, она бывает у поставщиков, а также можно найти в горшечном варианте, либо срезать, либо украсить ваше кашпо, в котором она приходит, транспортировочная, бумагой, либо это будет жгут, либо что-то такое, что закроет корневища и не будет заметно технический материал. Переходим дальше. У нас есть, также будут использоваться стеклянные вазы, будет их много, это все вы увидите в дальнейшем на столе. Из цветов еще будут мускари, такого же нежного небесного цвета, использованные в нашем веночке. Наш венок, под него мы как раз и делаем концепцию оформления нашего стола. Верба, неотъемлемая часть Пасхи, также гипсофила голубая, которая тоже присутствует в нашем венке. Ну и много технического материала, который будет появляться постепенно на нашем столе. Вы все это будете видеть. Ну что же, давайте потихоньку начнем. Начну я с орхидей, постановки их в вазы. У меня есть орхидея. Она очень длинная, такого красивого нежного цвета, который мне очень будет актуален. У меня есть вазы золотые. Я решила этот золотой цвет привнести сюда, потому что он ближе к желтому, который тоже будет использоваться. Ваза предварительно наполнена водой. Аккуратно ее устанавливаем. Наверное, уже заметили, на столе у меня лежит ткань. Это вуаль, микровуаль такого серебристо, не серебристо, даже небесно-голубого цвета. Одной орхидеей я не ограничусь, я возьму еще одну. Ставим фаленопсис. Наверное, я сразу поставлю наш кулич, чтобы видеть центр стола, как нам его проработать. Давайте поставим наши яички, главный атрибут праздника. Давайте поставим еще одну такую же вазу. Ставим ее здесь, на противоположной стороне. У нас есть еще несколько ваз. Тоже будем использовать их. Они маленькие, нальем в них водички. Ставим. Допустим, одну сюда. Давайте попробуем в них поставить вербу.
поставила вербу в эту вазочку. Теперь мне кажется, что она слегка забирает внимание на себя и отбирает его у фаленопсиса. Поэтому я хочу в это место поставить что-то более легкое. Поэтому я позволю себе сделать вот так. И добавить на это место гипсофилу. Поставим ее чуть-чуть подальше от нашего кулича. Поставим еще какую-нибудь ветку чуть-чуть повыше. И еще, я думаю, прям охапку сделаем, такое облачко. Сейчас мы поставим еще где-то гипсофилу, чтобы она была не в одном месте. Она создает такую воздушность, легкость, но в то же время занимает пространство. Сейчас посмотрим, не переборщили ли мы. Вот таким образом. Вербу смещу чуть-чуть назад. Так, у нас есть еще мускарики. Поставили вазочку вот прям под таким углом, положили, как вам нужно. Так, мы переставили с вами вербу с этого места чуть-чуть в край, добавили сюда ветку гипсофилы, чтобы у нее был более, в общем, не вертикальное направление, а немного в бок, да, наискось, что идет, она так больше повторяет форму фаленопсиса, мне так больше нравится, больше устраивает и внутри более гармонично. Итак, мы расставили мускарики с вами, гипсофилу фаленопсисы. Смотрите, что у нас еще есть. У нас есть еще подсвечники. Золотые, тоже подходят под нашу концепцию. Я их взяла 3 штучки. Должно хватить. Нам нужно поставить наши подсвечники так, чтобы когда мы зажгли свечи, никакая свеча не подожгла наши цветы. Выбрали с вами направление. Допустим, вот так. Все с одной стороны хочу поставить все свечи. Допустим, так. Свечи у нас тоже будут голубого цвета, небесного. Таким образом. Аккуратно ставим. Подсвечник, если вы уже заметили, 3 размеров. Ставили наши свечи, все здесь будет идти огонь, она будет тлеть, никаким образом не будет воздействовать на наши цветы. То же самое здесь и здесь. Так, дальше я разложу чуть-чуть яичек по нашему столу. Здесь прям такую группу из желтых сделаем. Здесь добавим более голубого.
нас бутафорские. Можно использовать, лучше использовать, конечно же, натуральные, покрашенные, перепелиные, куриные. Смотрите, мы добавили сюда еще одну орхидею, чтобы закрыть это пространство. Слишком оно пустое было по сравнению с правой частью. Поэтому я решила туда добавить еще одну орхидею. Также у меня отвалилось несколько бутонов. Я поставила их таким образом. Мы с вами приближаемся к финалу. Нам осталось установить посуду. Тарелки у нас тоже будут серыми. Приборы золотыми. Положим такие маленькие куличики на стол. С вами проговорим, что же я сделала. За основу я взяла орхидею, орхидея фаленопсис. Она достаточно массивна, занимает очень много пространства. Дальше в центре стола у нас стоит венок, в котором установлен кулич. Он обернут бумагой тишью. Этот тишью повторяет фактуру нашей ткани, нашей вуали, которая проходит раннером, да, по всему столу. Для объема также я использовала гипсофилу. Гипсофила, покрашенная голубым цветом, синим. Эта гипсофила у нас есть в веночке, и она создает такое ощущение облака, ощущение воздушности нашей композиции. Есть неотъемлемые атрибуты, такие как крашеные яйца. У нас были использованы бутафорские. Вы можете пользоваться настоящими, даже это будет лучше, потому что все же это праздничный ужин. Вот, смотрите, дальше у нас есть мускари, которые также повторяются в нашем венке. Мы их взяли группкой, поставили в вазочки, вазочки зеленого цвета. Мне нравится именно этот оттенок, потому что он подчеркивает цвет стеблей мускари. У нас есть желтый цвет, его совсем немножечко, он есть в венке, а также в крашеных яйцах. В одном месте он сконцентрирован более объемно, слева. Здесь он разбросанный вот так, ну, в среднем значении он использован в венке, и совсем маленький акцент есть вот в этой колбе с нашими яйцами. Мне нравится в этом оформлении легкость, воздушность. Она добилась путем использования вот как раз ткани, путем использования гипсофилы. Декора у нас умеренно, его не слишком мало, не слишком много, это все не загромождено. Поэтому от этого ощущения такой легкости и воздушности. Основной цвет голубой с персиковым, также серо-голубой, персиково-золотой и с добавлением, вкраплением желтых пятен. Мне кажется, именно такое оформление отражает настроение этого праздника. Ну вот мы и закончили сервировать наш стол к этому прекрасному светлому празднику Пасхи. Но это еще не все. Для вас мы приготовили онлайн-мастер-классы по пасхальной композиции, по пасхальному венку, которые вы можете найти у нас на сайте в разделе «Онлайн-обучение».